Сегодня мы расскажем вам о том, как мы выжили максимум из приставки UNO-WHEEL, где на ней можно проехать, ну а куда только заехать. Как мы показали на прошлом видео, основной проблемой является недостаточная масса на переднем колесе. Также еще неплохо бы само колесо иметь большего диаметра, но изменять размер колеса конструкция существующая не позволяет, а уже менять саму конструкцию что-то нам, честно говоря, не захотелось. Поэтому решили заняться проблемой недостатка массы. На прошлом видео мы показали пример испанской приставки с двумя съемными грузами. Вот эту идею мы и решили позаимствовать. Посмотрев по сторонам, мы нашли 3D принтер, пару корпусов от какой-то электроники. Дальше начали думать, где взять тяжесть, чтобы туда запихнуть. Понятное дело, пришло в голову свинец. Плавить корпуса, плавить аккумуляторы нам, честно говоря, не захотелось, поэтому нашли листовой свинец. Бывает и такое. Для того, чтобы упаковать его в корпуса, мы использовали древнюю технологию сверхточного литья металлов. Далее крепление. Для их изготовления нам потребовался один Сергей, компас, тот самый 3D принтер, который мы нашли у себя ранее, около 12 часов его времени, около сотни метров пластика и обычные стяжки. В теме кратко скажу, что печатали практически с полным заполнением, чтобы обеспечить максимальную жесткость, поэтому было очень долго, ушло очень много пластика, но получилось достаточно прочно. Далее мы, конечно, покрасили это в черный цвет, потому что заправить сразу черный пластик кому-то было лень. Ну, в итоге пришлось покрасить. Мы залили эпоксидку в этот корпус, туда утопили свинец, соответственно, закрыли, и теперь у нас получается вот такая пластиковая штуковина, фактически монолитная, свинцово-эпоксидная. Вот, и сейчас задача обернуть ее, причем так, чтобы она здесь вот вернулась, а здесь нам уже вот эта плоскость не важна, здесь уже будет пластина, поэтому нам главное, чтобы вот так вот это все завернуть. Здесь, конечно, есть какие-то маленькие дефекты, но поскольку это все будет низко и фактура карбона, мы считаем, это все скроет и должно получиться очень аккуратненько. Да, она плавит. Он не усаживается. Короче, это оказалось не так просто, как мы думали. Мы пытаемся сейчас ее обернуть, но получается не очень, потому что мы ни разу этого не делали. Но пленки мы купили раза в 5 больше, чем площадь наших деталей, поэтому, скорее всего, получится. Офигеть. Эффект от установки грузов был заметным, причем на асфальте он был более заметным, чем на рыхлом грунте. Так что можно сказать следующее, что если вы используете ее в городе, такого рода грузы были бы очень полезны. В связи с этим обращаемся к производителям. Мы знаем, что вы смотрите этот канал, молодцы. Сделайте такого рода грузы как опцию. Они реально полезные. Тем более, что вот в некоторых моделях в Европе такие штуки уже делают. Я думаю, что это не очень сложно разработать такую систему. Если кто-то хочет сделать это самостоятельно, пожалуйста, по ссылке можно найти модели. Вы можете их сами распечатать, ну или найти, сейчас это достаточно легко сделать, где распечатать. А в качестве корпусов, куда упаковать что-то тяжелое, можете использовать что угодно. В конце концов, можно прямо к этим держателям сменным приместить гантели. Вот и уже будет те же самые там 10 килограмм. Вы понимаете, делали мы это долго, мы проверяли очень много различных креплений и дождались зиму, поэтому мы протестировали этот вариант еще и зимой. И вот здесь уже, мне кажется, все, мы достигли просто потолка, больше из нее уже не выжить.
Ну, как-то так. Так, ну что, попробуем. Первое испытание на снегу. Ну вот, и сейчас мы прямо вот на этом же месте, я надеюсь, машина не поедет пока, прямо сейчас наденем эти грузы и посмотрим, будет ли что-то меняться. Так, мы надели грузы. Поехал, да? А теперь то же самое, только без утяжелителей. Короче, он вообще не едет. Короче, получается так, что без утяжелителей, в принципе, передвигаться зимой по снегу нереально. Ну, то есть с ними можно ездить, да, в горочку, конечно, все равно не заехать. Но во всяком случае она роет. Слушай, что, заедешь, что ли? Не заедет. Вердикт следующий, что с грузами становится прям намного лучше. Она не превращается в автомобиль, в как бы, средство для передвижения прям вот как бы куда хочешь, туда еду. По прямой, наверное, вот в городских условиях или в прогулках по парку, если там утоптанный снег, передвигаться с грузами можно, без грузов, ну, практически нет. То есть, да, если бы не было льда, возможно, с грузами он бы и затащил. Но поскольку здесь лед, и просто, ну, чудес не бывает, понятно, все равно это резиновые колеса. Зацепа, собственно, никакого дополнительного нету, шипов там и так далее. Вот, поэтому ситуация такая. Стало намного лучше, но этого недостаточно. Мне кажется, что мы еще недостаточно всего навесили на эту штуку. Есть идеи, что можно навесить еще. Поехали. Мы решили, что раз не получается подняться так, можно подняться красиво, если намотать светодиодную ленту. Так, решили поставить цепи. Едет! Но уже другое дело. Ну, короче говоря, конечно, не то чтобы супер, но стало в очередной раз еще лучше. Можно ехать задним ходом. Нормально, задним ходом, походу можно закапать. У него, правда, ограничение мощности есть. Ребята, итак, есть подозрение, что эту горку все-таки мы победили. Точняк. Да, это успех. Короче говоря, просто если не заехать, можно развернуться задним ходом. Нагрузка тогда получается максимально как раз на переднее колесо. Есть небольшой недостаток, что вы не видите, куда едете. Ну, слушайте, зато хорошо тянет. Тут надо выбирать либо одно, либо другое. Run. 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 Ну, вот как-то так. Если у кого-то есть идеи, что можно сделать с ней еще, чтобы увеличить ее проходимость, при этом, чтобы это все-таки осталось той самой приставкой, которую можно собирать и разбирать, то будем вам очень благодарны, потому что нам кажется, что дальше уже делать нечего. Можно, конечно, еще засверлить саморезы, но для снегу это, конечно, приведет к улучшению сцепных свойств, но уже по асфальту не поедешь, а мы хотим иметь более-менее универсальное решение. Также увеличивать напряжение питания смысла не имеет, потому что у нас проблема не в мощности, а в зацепе. Короче говоря, нужно что-то кардинально другое. А дальше мы будем делать именно то, ради чего, честно говоря, все это и начиналось. Первый концепт работает
плохо, на самом деле плохо, но получается очень круто. Так что мы побежали обратно к нашим болгаркам, сварочным аппаратам, осциллографам и каким-то там скетчам ардуиновским и так далее. Вот, и обязательно скоро покажем, что же у нас получается. Так что оставайтесь, нам будет интересно узнать, что вы думаете об этом. Надеюсь, все будет в порядке, мы скоро увидимся. Пока.